Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что произошло на рынках, как это повлияет на текущие котировки, какие движения ожидать сегодня на вечерней сессии. Ну и вообще в целом, какие тренды, какое развитие событий намечается, ожидается, происходит. Так, друзья, ну как вы заметили, происходит что-то такое фантастическое. Просто мега рост в нефти и газе, тем более начало нового квартала, четвертого, последнего. Здесь, по-видимому, идут открытия лимитов на Россию, поскольку есть определенные сложности с покупкой госдолга, введение санкций. Здесь идет покупка бумаг, которые считаются дешевыми и опережающими темпами «Газпром» и «Сбербанк» улетают в космос. На самом деле здесь не нужно испытывать особых иллюзий, потому что ситуация во многом напоминает 2008 год с его экспоненциальным ростом. Там тоже сначала Америка отросла, потом Россия и другие emerging markets, и потом все это привело к Lehman Brothers в сентябре. Но здесь, судя по всему, события, наверное, сместятся на 2 квартала. То есть в 2008 году был пик и всплеск в июле. Здесь, я думаю, где-то к Новому году, если раньше ничего такого страшного не произойдет, соответственно, пузырь продолжит надувать. А дальше в силу естественных механических причин ситуация придет к развязке. Конечно, текущие обстоятельства указывают на то, что в любой момент может разразиться кризис. Сейчас еще Китай выйдет после выходных и добавит жару. Но по законам жанра, после того, как Америка начала консолидироваться и пытаться откатиться, должен быть финальный заход на российском рынке и других рынках. Собственно говоря, посмотрим в ближайшее время, как тенденция это работает. Так, Россия объявила войну Facebook, и Россия в этом не одинока. В Соединенных Штатах тоже жарят Facebook на всю котлету. Но ничего не могу сказать насчет морального банкротства компании Facebook, ее основателя. Не могу здесь не согласиться, не оспорить высказывание Фрэнсис Хуган. Могу сказать только со своей стороны, свое субъективное мнение. Я практически не пользуюсь ни Фейсбуком, ни ВКонтакте. И вот эти так называемые социальные сети, с моей точки зрения, они достаточно своеобразные и, как бы я это сказал, винегретные. То есть, если, допустим, взять Twitter, это оперативные новости, если взять Telegram, это различные каналы соответствующей тематики, если взять Facebook, это видео, если взять LinkedIn, это деловое общение, то вот такого типа сети, как Facebook и его аналог российский ВКонтакте, не знаю, я не совсем понимаю, мне кажется, это достаточно такая вещь специфическая, и она с некоторой претензией, как у Google, занять все. Хотя на самом деле там, даже исходя из технологической концепции того же Фейсбука, я думаю, им до этого далеко, и наступил какой-то момент, когда, по-видимому, они кого-то немножко разозлили. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что тут у нас по повесточке. Уоррен сказал, что Пауэлл провалился как лидер в связи с трейдинговыми скандалами ФРС. Мне кажется, лично мое мнение, что вот эти скандалы, которые были с Капланом и с другими директорами ФРС, они возникли в нужное время, именно тогда, когда это было необходимо. Я думаю, в этом была определенная подоплека. Потому что, и до этого, я так понимаю, этот вопрос существовал. Почему его никто не поднимал и не акцентировал внимание? Я думаю, потому что это было не нужно. Здесь либо решили расчистить поляну, либо сами эти товарищи попросили, чтобы их с почетом отправили на покой, и дальше они не хотят во всем этом участвовать. Я бы даже сказал, возможно, второй вариант, он является более близким к истине с моей точки зрения. Так, друзья, и по сути текущая ситуация, она превращается в классическую стагфляцию.
Ну, понятное дело, у стагфляции есть определение, это когда растет инфляция, и при этом экономический рост глубоко не успевает за ростом инфляции. Но по сути, если рассмотреть это явление, стагфляцию, да, то с одной стороны получается это такой процесс, он самоускоряющийся, то есть если это началось, оно будет ускоряться. И в этом, собственно говоря, есть риск, почему боятся, во всяком случае раньше боялись инфляции, и непонятно почему так Пауэлл, скажем так, вольно летом по поводу инфляции отзывался. Я так думаю, это просто была определенная речевка для того, чтобы всех успокоить, потому что человек все-таки с таким огромным экономическим опытом и бэкграундом в этой сфере, он не может знать элементарных вещей, что во все времена инфляция, она очень тяжело выгонялась за рамки, когда была обычная жизнь, и надо было стимулировать экономику, и потом она еще сложнее возвращалась в эти рамки. Но на текущий момент все условия для стагфляции созданы, и она идет полным ходом. По сути, стагфляция – это когда экономический рост не успевает за инфляцией, что мы с вами наблюдаем, с учетом роста цен на энергоносители, на различные услуги, морской фрахт и так далее. Ну и по сути, если опираться на мнение автора, то мы уже либо находимся в стагфляции, либо к ней очень близко пришли. А ведь именно эти процессы мы сейчас и наблюдаем во многих странах, не только в России, но и в Соединенных Штатах, и в Европе, когда все индикаторы, которые показывают экономический рост, они либо стагнируют, либо проседают в основном, в то время как инфляция набирает обороты. Но это и называется стагфляция. Так, ну и вот индикаторы, предупреждающие, указывают на то, что она на пороге, и она уже вовсю стучится в дверь. Ну, собственно говоря, из стагфляции выхода только два. Это либо потерянные десятилетия, либо какой-то резкий провал, удар в дно и отскок. Так, друзья, я так полагаю, что в ближайшее время будет бум IPO компаний, которые занимаются информационной безопасностью. Вот группа IB, Positive Technologies и много других компаний, которые как раз в этой сфере работают. Думаю, это вот как раз тема наступившего десятилетия – компьютерная безопасность. Так, друзья, я вот скажу честно по поводу движения цены на газ и как следствие цены на нефть. Я не ожидал, что с такой скоростью события будут развиваться. Так, ну вот на таких ценах на нефть и газ даже Сбербанк сегодня взлетел и полетел ввысь. Я думал, будет консолидация в диапазоне 343-350, однако все как бы улетело гораздо выше и сильнее. Но здесь сошлось сочетание двух факторов. То, что выросли цены на нефть и газ с такой значительной силой, и то, что наступил новый квартал, когда куда-то надо перекладываться, чтобы зарабатывать деньги. Соответственно, пошли движения, в первую очередь, Сбербанк, Газпром. Ну и дальше, я так понимаю, весь российский рынок сейчас потащат в космос. Вопрос только, насколько долго это продлится и какой будет коррекционный откат. Неоднократно предупреждал, что вот Сбербанк, можно многие бумаги шортить на российском рынке, но Сбербанк шортить нельзя. От слова никогда. Так, друзья, по Сбербанку образовался новый уровень, который проходит на 349,5, 349,5, 350 в этом диапазоне. Если коррекционного отката не возникает с пробитием этого значения, то вот этот экспоненциальный рост, он будет продолжаться. Ну какая здесь цель? Ну, ближайшая цель это 400 уже. Соответственно, пробой 349,5, если возникает и начинается проторговочка, он вернется вот сюда, вот в диапазон 335-340. Но с учетом энергетического кризиса в Европе никаких оснований для такого отката сейчас нету. Поскольку Сбербанк это самая нефтяная бумага российская, то здесь могут быть самые смелые ожидания в части движения наверх. Если сейчас запустят сценарий типа 2008 года, когда нефть была 147,5, 148, я понимаю, сейчас это звучит фантастично.
Но есть такая штука, как шортисты и стопы. Много денег, которые льются отовсюду и которые не знают, куда их переложить с той же Америки, которая перестала расти, из других стран. Тем более, как бы российский рынок, он просто капелька по сравнению с Америкой. И даже самая небольшая перекладка на короткий срок, она может его просто на Луну унести. Так, друзья, ну вот такие чудесные движения на российском рынке, они сопровождаются откатом VIX, индекс волатильности американский. Ну и, соответственно, сейчас отошли от вот этого опасного барьера, который в районе 24,5-25 находится. Ну и здесь есть и основания для того, чтобы мировые рынки консолидировались, поросли, ну или как минимум не падали. Так, друзья, далее S&P, ну смотрите, он сегодня удержался, не пробил 4280, соответственно, весьма вероятно, что вот эта консолидация приведет к отскоку на 4470. Опять же, обращаю внимание, пробой вот этого диапазона ведет к значительному откату, возможно, даже в район 4000. И здесь еще такой момент. На самом деле, чтобы он сильно рос, тоже не надо. Потому что если он будет сильно расти, то, соответственно, меньше ручеек будет на российский рынок. То есть надо, чтобы он либо торговался, либо немножко двигался наверх. И тогда с такой нефтью и газом российский рынок просто улетит в космос. Так, друзья, далее давайте крипту глянем. Эфир, доллар США в долларах США. Соответственно, здесь закрепление на текущем уровне. То есть если удерживается, не идет повторно пробивать 3150, у нас здесь все готово для того, чтобы переписать вот этот исторический хай, который был ранее достигнут. Так, друзья, далее золото. Золото сегодня колеблется, никак оно не хочет переходить на новый энергетический уровень. Но сейчас еще видите, сейчас немножко как бы риски отпустили, всем стало полегче. Показалось, что все будет хорошо, и поэтому золото сегодня оно пыталось пробить 1752, но его сразу выкупили. Соответственно, на текущий момент у нас ключевой диапазон это 1748-1950. Вот если этот диапазон не пробивается, золото сегодня и завтра будут двигать наверх. Но здесь вероятность такого процесса пока что, с моей точки зрения, она невелика. Скорее по золоту более вероятно консолидационное движение в диапазоне. Так, друзья, далее нефть. Но нефть, shift the expansion, превосходя ожидания. Движение идет на 84, уже 84 скоро будет взят, я так думаю, завтра. Вот. Ну и сейчас, в общем-то, сценарий, я думаю, в ближайшем месяце, в октябре, будет развиваться движение на 94-100. Все для этого готово. Единственное, что может помешать, это коррекционный откат с пробитием 77,4. Но здесь есть две цели, которые они могут сдержать падение, если будет коррекционный откат. Это 77,4 и 76,1. Вот. Но текущее движение указывает на то, что будет либо дальнейший экспоненциальный рост, либо какой-то небольшой коррекционный откат и потом движение наверх. Все готово, шортисты заряжены, ставки сделаны. И я думаю, будут сейчас двигать в район 94-100. Потом, если там произойдет закрепление, то, соответственно, возможно повторение сценария 2008 года. Перехай 147,5, ну а там уже, наверное, какая-то развязка подоспеет. Так, друзья, но здесь надо четко понимать, что по нефти-то ситуация, она благоволила к тому, чтобы нефть торговалась в районе 72. И только предательский газ и уголь сделали свое дело и заставили нефть улететь в космос. Так, друзья, далее вопрос был по платине. Но смотрите, платина 950, соответственно, удержание этого уровня ведет к тому, что с текущих значений по платине на этой неделе будет движение в район 1000-1015. Вот сюда вот. Соответственно, пробой 950 уводит платину в район 905 и, возможно, даже пониже. Так, серебро. Ну, кстати, между серебром и платиной есть кармическая связь. Они не только оба белые металлы, не только типа
младшие братья золота, но еще и платина, это по-испански серебришка. Так, давайте перейдем к серебру, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот здесь у нас дневной таймфрейм, опять же, уровень 22.3, 22.25. Соответственно, этот уровень локальный, который здесь сформировался, он удерживается. Пока он удерживается, все хорошо. То, что сейчас произошел откат, ничего страшного. Должен быть передых, соответственно, серебро торгуется в этом диапазоне, и у него на этой неделе цель движения тестирования 23.17, и в случае пробоя на объеме следующая цель движения находится вот здесь, она 23.95, ну 24 для ровного счета, можно сказать. Так, друзья, ну и переходя на часовик, смотрите, сейчас идет борьба за уровень 22.6, если этот уровень будет пробит и на нем начнется проторговка, то отсюда движение пойдет очень быстро. Но поскольку сейчас уже закрытие дня будет, весьма вероятно будет откат и, соответственно, консолидация в диапазоне 22.5, 22.64. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, ну смотрите, 182 500, в общем-то, они уже сделаны. Соответственно, вопрос в закреплении выше 180 600, 180 700. Если здесь происходит закрепление, у нас есть следующая волшебная цель, это 193 тысячи. С такими ценами на нефть и газ, если они хотя бы останутся на текущих значениях, весьма вероятно на этой неделе вот это значение будет сделано и закрыто. Ну и, соответственно, откат с пробоем 180 850, 180 500 приведет весьма вероятно к тому, что будет возврат в район 173 тысячи. Вот сюда вот. Так, друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, хорошего вечера.